Вину по-прежнему не признает и останется в СИЗО. Станислав Матюхин, бывший генеральный директор инвестиционной компании QBF, которая на деле оказалась финансовой пирамидой, пытался выйти из следственного изолятора и обжаловал решение суда на мере пресечения. Но благополучного исхода у этой затеи не вышло. А вот будет ли счастливый финал в истории обманутых вкладчиков? За ходом расследования дела следит Михаил Ширин. Никакой черной одежды и многодневных судебных прений. На заседании апелляционного суда о продлении заключения под стражей Станислав Матюхин под ней, собственно, и находился, появившись лишь в виде изображения на экране монитора. Все вопросы, когда, пожалуйста. Хорошо, но я так понимаю, что виновным вы себя не считаете, да, вот в этом деле громком? Стиль своего общения, молчания он так и не изменил. Бывший генеральный директор инвестиционной компании QBF, ныне обвиняемый в создании организованного преступного сообщества, на протяжении всего судебного процесса упорно отрицал свою вину. Судово ни с кем не сходил, умысел похищать не было, осуществлял деятельность добросовестно в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках должностных обязанностей. Финансовая компания QBF работала на рынке 10 лет, пока у нее не отобрали лицензию. За это время менеджеры успели собрать со своих инвесторов больше 3,5 миллиардов рублей. Финансовая паутина раскинулась от Москвы до Новосибирска, Тюмени и Уфы. По нашей информации, общая сумма похищенных денежных средств совокупно у всех потерпевших, которые будут проходить по этому делу, порядка 7 миллиардов рублей. Это та сумма, которая сейчас фигурирует от следствия, 2 миллиарда. Это только по тем потерпевшим, которые уже официально признаны. Пока в деле фигурирует около 500 потерпевших, но их количество продолжает расти. По словам обманутых людей, в реальности их не менее 2000 человек. Среди них оказалась даже балерина Анастасия Волочкова, которая инвестировала 3 миллиона рублей. Бывший владелец компании Роман Шпаков сейчас в бегах. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно, как и большинство других бенефициаров финансовой пирамиды. Под следствием лишь несколько человек, причем кто-то даже не в тюрьме. Отдельное недоумение потерпевших вызывает еще один фигурант этого дела – Владимир Пахомов. В финансовой пирамиде он был одним из основных перевозчиков кэша, то есть наличных денег. Но пока находится просто под домашним арестом. Обманутые люди искренне надеются, что на следующем заседании апелляционного суда ему тоже изменят меру пресечения на реальное заключение под стражей. И финала этого громкого финансового дела он, как его подельник Матюхин, будет ждать за решеткой. Мы очень боимся, что это дело может, конечно, развалиться, потому что все бывает. QBF просуществовал 12 лет. Это очень странная ситуация. Я так думаю, что не без Матюхина здесь обошлось, потому что он в Центральном банке очень имел большой вес. Но пока известному в прошлом финансисту не помогает ни связи, ни деньги. Ввести в заблуждение первый апелляционный суд у него не получилось. Судья оставил вынесенное ранее Московским городским судом решение без изменений. Оставить без изменений апелляционной жалобы обвиняемого и его защитника без удовлетворения. В следственном изоляторе Станислав Матюхин пробудет до 25 июля, а затем его ждет и новое продление меры пресечения. Ждет ли счастливый финал обманутых вкладчиков? Большой вопрос. Ведь арестовать пока удалось лишь часть банковских счетов топ-менеджеров QBF. Михаил Ширин, Владислав Дубцов и Руслан Абубекеров. Москва, 24.